Всем привет! Что делают стрелок и историк, попав в незнакомый город? Конечно, сначала идут в музей, а потом в тир. Или наоборот. В Стамбул нас любезно пригласила компания BRG Defense, и в ближайших выпусках мы побываем на турецком оружейном заводе, разберем и протестируем пистолет, который уже получил прозвище «Турецкий танк», а также сходим в военно-исторический музей и не только. Чтобы не пропустить эти ролики, подпишитесь, а я передаю слово Андрею Уланову, военному историку, консультанту и вашему любимому ведущему. Мы приехали в гости к компании Burgu Metal, но не смотрите на вывеску, там внутри будет кое-что интересное именно для нас. Итак, Burgu, которая не совсем Metal, а вовсе даже Defense. Вот с этой штукой можно осуществлять Defense, защиту маленького американского дома. 6 выстрелов в барабане. Вот. На самом деле это опытный образец, сделанный этой компанией для полиции. Если кому-то тяжеловато, есть вот такой однозарядный экземпляр. Поговорим о производимых этой турецкой компанией пистолетах и винтовках. Бахнем обязательно, как же без бахнем. Но сначала несколько слов о самой компании. Хотя Новый год уже прошел, очень хочется выбрать себе какой-нибудь подарок. Тут даже есть вот замечательный подарок для девушек. Хотя, как сказал нам представитель компании, на самом деле девушки очень любят снимать с таким всякие фоточки в Инстаграм, ТикТок, но когда приходит речь о том, что надо что-то выбрать, они обычно покупают нечто более практичное. Поэтому таких пистолетов, сколько, всего 5 сделано. И они не выходили за пределы Турции, так что если кому-то хочется очень эксклюзивный пистолет, не смотрите, что он розовый, покупайте. Лет через 150 ваши потомки продадут его коллекционерам за какие-то невменяемые суммы. Но вернемся к истории компании. Компания Burgu Metal долгое время производила для турецких силовых структур, деликатно скажем, различные металлические части винтовок, затворы, аперы. А потом в какой-то момент руководители подумали, а фиг ли мы тут маемся, почему бы нам не заняться производством собственного оружия. Чтобы люди, опять же, не путались с тем, какая компания делает просто металлические различные части, а какая занимается оружием, была создана, можно сказать, дочерняя фирма BRG Defense. И вот именно BRG Defense начала производство пистолетов и винтовок R-типа, как правильно говорить, хотя на самом деле конкретно производимые винтовки, они имеют больше сходства Heckler Koch 416. Надо сказать, что хотя компания, как я уже неоднократно сказал, занималась производством металла, они действительно смогли освоить изделия из пластика. При этом, благодаря тому, что все-таки компания занималась металлами и производством запчастей, у них, по крайней мере, относительно металлических частей свой полный цикл, что очень хорошо сказывается на качестве. Например, если говорить о той же винтовке, сразу скажу, что о пистолетах и винтовках мы поговорим отдельно, и, разумеется, бахнем, как нас обязывает название канала. Но, в частности, их карабин очень хвалили за то, что у него есть ствол, изготовленный методом холодной ковки. Надо сказать, для оружия такого ценового диапазона это редкость. Надо сказать, что компания начала экспортировать свое оружие год назад. При этом основные рынки экспорта у них Америка, как северная. BRG действительно уже отметилась и на американском рынке. Есть серия обзоров от американских пользователей. Но, как ни странно, один из самых удачных рынков для этой компании не Северная Америка, а Южная. В Гватемале, Бразилии и других странах нет такого понтового, скажем так, отношения к оружию с Турции. Там смотрят в основном на ценник, а вот по части цены с BRG действительно очень трудно конкурировать. Когда мы узнали, что эти пистолеты поставляются по цене порядка $200, у нас глаза полезли на лоб в хорошем смысле этого слова. А вот карабин
стволом длиной всего 7 дюймов. Такой пистолет-карабин, скажем так. Это один из хитов компании именно в Южной Америке. Как сказал представитель фирмы, их покупают Security. Поставляют и карабины, и пистолеты и в Европу. Правда, опять же, в силу некоторой консервативности европейского оружейного рынка, как мы сказали, основные поставки оружия в Европу идут на балканские страны. Тем не менее, сумели наши турецкие друзья пробиться и на польский рынок. В частности, год назад в Польше начались продажи их длинноствольного оружия. И хотя поляки сумели найти в этих винтовках некоторые недостатки, о которых мы тоже скажем отдельно, в любом случае цена поляков очень впечатлила, потому что ближайшие аналоги стоят в несколько раз дороже. Магазины, что интересно, компания тоже производит сама. Хотя, как сказал представитель фирмы, они на собственном опыте узнали, что магазин — это действительно одна из наиболее сложных деталей оружия. То есть, как мы неоднократно говорили, именно поэтому они только из-за совместимости многие именитые, более именитые известные производители, делая свое оружие с нуля, подбирают магазины каких-то более известных фирм. Вы не пугайтесь, дорогие зрители, она ручная, в смысле инертная, тут ничего нет. И еще одно очень интересное направление продукции фирмы BRG. Вот это, как ни странно, пушка. Многие знают, что снайперские крупнокалиберные винтовки называются антиматериальными, но вот это действительно антиматериальная в самом прямом смысле слова винтовка. Это система для расстрела всяких взрывчатых сюрпризов. Поскольку Турция, как известно, имеет достаточно много проблем с террористами различных направлений и национальностей, то для турецкой полиции вот такие штуки достаточно актуальны. Ну, а вот этот образец выглядит, я не знаю, футуристично, стимпанково. Но на самом деле это очень мирный предмет. Это пушка для... А что ею делают, вы можете написать в комментах. А теперь мы покажем вам, собственно, производство. Нам удалось попасть в цех, где производят пистолеты. От фрезерования всех частей из болванок, поставляемых материнской компанией, до сборки и упаковки готовых изделий. Пластиковым литьем занимается отдельная компания. Если вы в курсе истории о том, как компания Smith & Wesson пыталась в начале 90-х создать свой аналог Глока, то понимаете, насколько литье полимеров отдельная от металлообработки вселенная. А если не знаете, напишите в комментариях, чтобы мы не забыли снять про это ролик. Цех очень небольшой и плотно заставлен станками. Японские фануки погоняют тайваньскими TGR-ами, что-то есть и отечественного, ну то есть турецкого производства. Большинство сотрудников, включая инженеров, управленцев и операторов ЧПУ, молодежь. Ну, по крайней мере, моложе нас с Андреем. Лично меня удивило, как много тут работает женщин, практически половина завода. Как признался директор производства, гравировка, полировка, упаковка и другие операции, требующие внимательности, точности и мелкой моторики, даются им значительно лучше. Ну и контроль качества. Кому, как не женщине, сообщить мужику, что он опять что-то не так сделал. Контроль качества на BRG – это свое отдельное королевство. На этом станке происходит автоматизированный контроль параметров. Робот ощупывает болванку и убеждается, что она соответствует трехмерной модели. Этот прибор – фактически огромная лупа, дефектоскоп. Кроме соответствия размерам, все детали также проверяются твердомером. Ну а самый главный, заключительный этап – это подтверждение качества мастером, который за 50 лет в металлообработке успел забыть больше, чем мы все когда-то знали.
Конечно, без молотка даже на таком высокотехнологическом предприятии не обходится. Не постучишь — не соберешь. Думаю, каждый владелец пистолета хоть раз разобрал его до последнего винта. Некоторые даже собрали обратно. А вот коробки, полные пистолетов и готовые к отправке заказчику. Названия заказчиков нас попросили замазать. Для небольшого завода, начавшего работать на сложном и насыщенном рынке оружейного производства всего несколько лет назад, объем продукции и география поставок очень впечатляют. На этом наш первый день в Стамбуле подходит к концу. Завтра поедем отстреливать образцы в тир и делиться с вами впечатлениями. А послезавтра Андрей проведет для нас экскурсию в Государственном военно-историческом музее. Чтобы не пропустить эти ролики, подпишитесь на канал и не забудьте поддержать нас лайком. Пока!